Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня будем готовить известный и любимый многими десерт торт Наполеон. Торт Наполеон приготовлю порционно в виде пирожных и покажу, что делается это совсем несложно. Приступаем. Начнем с основы. Я буду использовать уже готовое слоеное тесто, замороженное, уже разморозилось, гораздо проще, быстрее. Тесто раскрыла и разделила на равные части, на квадраты. Вот так уже себе наметила. Сейчас окончательно их разрежу. Вот эту часть мы не трогаем, она нам понадобится для обсыпки. И выкладываем наши заготовки на противень. Уложила, сколько поместилось, будем в 2 раза выпекать наши коржики и отправляю в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, до румяности. Теперь займемся кремом. У меня здесь 300 мл молока. Выливаю его в ковшик и будем нагревать почти до закипания, до предзакипаемого состояния. Берем 3 яйца, я их уже посолила. Добавляем 2 столовые ложки крахмала, у меня кукурузный, 4 столовые ложки сахара и 2 грамма ванилина. И все это доводим до однородного состояния. Итак, до однородности смешали яичную смесь и тоненькой струйкой вливаем горячее молоко. Выливаем смесь обратно в ковшик. И, помешивая, варим крем до загустения. Итак, наш крем загустел, вот он как манка становится, и отправляю 50 грамм сливочного масла. И нам надо дождаться растворения масла. Отправляем наш крем в миску. Накрываем крем пищевой пленкой. В контакт. И даем нашему крему окончательно остыть. Крем окончательно остыл, коржи тоже готовы. И я перехожу к сливкам. Итак, у меня 250 миллилитров жирных сливок, у меня 35% жирности, лучше брать от... Сюда добавляю 1 столовую ложку сахарной пудры. И также добавлю. И начинаю взбивать сливки. Итак, сливки готовы. Наш остывший крем. Переложу его в мисочку побольше. И начинаем постепенно добавлять сливки. Вводим в несколько. Кремом. Вот такая красота у нас получилась. И переходим к нашим коржам. Берем каждый квадратик и разламываем на половинки. Вот таким вот образом и оставляем. Готово. Теперь делаем следующее. Берем 1 половинку и наносим крем.
Прикрываем вот так вот. Сюда тоже наносим крем. И накрываем третьей половинкой. Так вот. Так. Еще раз наносим крем. И прикрываем. И пока оставляем в сторону. Заготовки. А вот эти вот остатки мы будем превращать в крошки. Прямо вот так вот разламываем руками. Что мы делаем теперь? Берем каждую пироженку и наносим крем вот так вот на бока. И окунаем в крошку. Вот таким вот образом, друзья, и откладываем в сторону. Вот такая красота у нас с вами получается. И у меня осталось еще немного крема. Нанесем сверху наших пирожных. И сверху посыпаем крошкой. Все, друзья, наш Наполеон практически готов. Ему осталось провести в холодильнике минимум 3 часа, а лучше всего ночь. Поэтому убираю его на ночь и завтра посмотрим, что у нас получилось. Друзья, наш Наполеон провел в холодильнике ночь. Вы посмотрите, красота. Он отлично стабилизировался, пропитался. Так что давайте попробуем, посмотрим. Давайте очень хорошо со свежими ягодами. Отлично бы подошла бы сюда мята. У меня ее нет, поэтому подаю. Посмотрите, слои, пропитанные кремом. Ой, бесподобно. Ну что, пробуем? Друзья, это бесподобно. Настоящий, волшебный, нежнейший Наполеон. В меру сладкий. А крем просто отличный получился. Очень и очень вкусно. Приготовить совершенно несложно в домашних условиях, вы сами все видели, поэтому очень вам рекомендую, это того стоит. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра и счастья, до новых встреч, до новых вкусных рецептов и не только. Пока-пока.